Всем привет, меня зовут Татьяна. В этом видео мы свяжем вот такую шапочку спицами. Шапочка зимняя с двойными ушками и на подкладке, связана в круговую без шва, на обхват головы 53-54 сантиметра. По данному мастер-классу вы сможете связать шапочку на любой другой размер, сделав расчеты и подставив свои значения. А также эту модель шапочки можно связать без ушек и в осенне-весеннем варианте. Для вязания шапочки я использовала пряжу с составом 50% меринос, 50% акрил с метражом в 100 граммах 300 метров. Вязать я буду в 2 нити. Круговыми спицами 3,5 свяжу резинку и круговыми спицами номер 4 основной узор шапочки. Также для работы потребуются маркеры, иголка и по желанию дополнительная спица для переноса петель вязания узора. На обхват головы 53-54 см расход пряжи у меня получился 130 грамм. Я связала образец 2 нити лицевой гладью на спицах номер 3,5. В 10 сантиметрах у меня получилось, я заранее посчитала, 20 петель. 20 петель разделим на 10 сантиметров, получается в 1 сантиметре 2 петли. Обхват головы 54 умножаем на 2 петли, получается нам нужно набрать 108 петель. Из этого количества петель я вычла 10% на облегание, получилось 97 петель. У меня шапка двойная с подкладкой из флиса. Если вы будете вязать шапочку без подкладки и из пряжи в одну нить или более тонкой пряжи, нужно вычесть на облегание 15 или даже 20%. Раппорт узора изначально составит 20 петель. Я взяла 5 раппортов для получения близкого значения к 97. Получилось 100 петель. Если у вас будет другое значение, следите за тем, чтобы полученное число для набора петель делилось на 4, так как изначально мы будем вязать резинку 2 на 2. Сначала я свяжу внутренний отворот шапочки в одну нить, оставляем хвостик примерно 1,30 м и на спице 3,5 обычным способом набираю 100 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Набрали. Замыкаем петли в круг. Для этого с левой спицы петлю переношу на правую спицу, набрасываю на нее петлю с правой спицы, возвращаю петлю на левую спицу. Надеваю маркер, чтобы отметить начало вязания. Ниточку подтягиваю и завязываю. Начинаю вязать резинку 2 на 2. Начну с изнаночных петель. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Продолжаем, следим, чтобы наборный ряд не перекручивался. Заканчиваем ряд 2 лицевыми петлями. Подтягиваем ниточку, продолжаем. Вяжем 2 изнаночные за задние стенки, 2 лицевые за передние стенки, 2 изнаночные за задние стенки, 2 лицевые за передние стенки и так далее. Заканчиваем лицевыми. Так вяжем внутренний отворот на нужную высоту. Я провязала 12 рядов, получилось 3,5 сантиметра. Далее буду переходить на спицы номер 4. Если вы хотите более плотный край, тогда продолжайте вязать внешнюю резинку спицами меньшего размера, а на спицы большего размера переходите непосредственно при вывязывании основного узора.
Далее буду вязать в 2 нити, добавляю вторую нить. И так как этот ряд будет являться местом сгиба, меняем расположение лицевых и изнаночных петель. Там, где были изнаночные, будем провязывать лицевые. Где были лицевые, провяжем изнаночные. Начинаем. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная и так далее. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Продолжаем. Заканчиваем ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. Продолжаем следующий ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот таким образом ложатся петельки в месте сгиба. Ниточку можно сразу закрепить и спрятать. Продолжаем вязание на желаемую высоту резинки. Я провязала 12 рядов. Получилось у меня чуть больше 3,5 сантиметров, где-то 3,7. Далее буду прибавлять петли. Я нарисовала схемку, где основной аран состоит из 14 петель, а по бокам по 2 изнаночные петли. Кстати, схему арана оставлю под видео. Вот таким образом я распределила узорчик. Между аранами и косичками изначально по 2 изнаночные петли. Из 2 лицевых петель резинки между аранами буду вязать косичку. На араны по 14 петель. Но так как в узоре арана много переплетений, и чтобы полотно не было стянутым, я добавлю петельки между аранами и косичками. Вместо 2 буду провязывать 3 петельки. Из 2 3. На косичку добавлю по 2 петельки. Из 2 4. Изнаночные из 2 3. Аран из 14 петель. И так далее. Изначально у нас 100 петель, после прибавок получается 120 петель. Итак, в лицевой дорожке прибавляем 2 петли на косичку, в изнаночной 1 петлю. Вяжем лицевая, поднимаем петлю предыдущего ряда, не ту, из которой провязывали, а предыдущую. Провязываем лицевой. И далее опять поднимаем петельку предыдущего ряда, провязываем лицевой. И лицевую основную лицевой. В изнаночной дорожке буду добавлять петельку посередине из протяжки. Изнаночная. Поднимаем на спицу ниточку протяжки, провязываю скрещенной изнаночной. Изнаночная. Далее провязываем 14 петель арана по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее к 2 изнаночным добавляем 1 петлю из протяжки, 2 лицевым 2 петли и к 2 изнаночным 1 петлю.
изнаночная, из протяжки изнаночная скрещенная, изнаночная, лицевая, поднимаем петельку предыдущего ряда, не ту, из которой провязывали, а предыдущую, провязываем лицевой. Следующий поднимаем петельку предыдущего ряда, провязываем лицевой и лицевая основная. В изнаночной дорожке добавляем одну петлю из протяжки, провязываем скрещенной. Далее 14 петель по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И опять к изнаночной дорожке добавляем одну петлю из протяжки. К лицевой дорожке добавляем 2 петли. Лицевая, поднимаем петельку предыдущего ряда, не ту, из которой провязывали, а предыдущую. Провязываем лицевой. И следующую поднимаем, провязываем лицевой. И основная лицевая. К изнаночной дорожке добавляем петельку посередине из протяжки, изнаночную скрещенную. И 14 петель по рисунку. И так продолжаем самостоятельно. Итак, заканчиваем ряд с прибавками. 14 петель по рисунку и в изнаночной дорожке добавляю одну петлю из протяжки скрещенную. Так мы связали первый ряд схемы, который вяжется по рисунку, только мы добавили петли. Теперь свяжем второй ряд по рисунку, только уже с добавленными петлями вместе. И в косичке из 4 петель буду делать перекрещивание. 2 петли снимаю на правую спицу, меняю местами, подхватываю крайнюю петлю сзади, центральную петлю впереди, провязываю лицевыми. Следующие 2 снимаю на правую спицу, подхватываю левой спицей центральную спереди, а крайнюю сзади, меняю местами, провязываю лицевыми. Далее по узорчику 3 изнаночные, 14 петель орана по рисунку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 изнаночные. И опять перекрещивание косички. Центральная петля на крайнюю вправо. Центральная петля на крайнюю влево. Три изнаночных и 14 петель орана по рисунку. Продолжаем самостоятельно. Приступаем к третьему ряду узора. Косичку между оранами я буду перекрещивать в 2 рядах подряд, а в следующих 2
буду вязать без перекрещивания, то есть чередовать 2 ряда с перекрещиванием, 2 ряда без перекрещивания. Итак, делаем второе перекрещивание. Меняем местами центральное на крайнюю вправо. Центральная на крайнюю влево. Косичку провязываем лицевыми. Далее 3 изнаночных петли. И по схеме 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее будем менять петли местами. 2 лицевые с переносом влево и 2 лицевые с переносом вправо. Для переноса петель можно воспользоваться дополнительной спицей. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. 2 лицевые снимаем на правую спицу, нить за работой. Провязываем 1 изнаночную. Подхватываю 2 лицевые левой спицы перед работой. Правой спицей подхватываю изнаночную за работой. Провязываем 2 лицевые. Далее изнаночную снимаем на правую спицу, нить перед работой. Провязываем 2 лицевые. Изнаночную петлю возвращаю на левую спицу, подхватывая ее за работой. Лицевые 2 подхватываем перед работой. Провязываем изнаночную. И по рисунку еще 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Далее перекрещивание косички. Меняем местами. Центральная на крайнюю с наклоном вправо. Центральная на крайнюю с наклоном влево. Провязываем лицевыми. 3 изнаночные. Две лицевые, 2 изнаночные. И меняем местами. 2 лицевые с наклоном влево. Снимаем 2 лицевые петли на правую спицу, нить за работой, провязываем 1 изнаночную. Возвращаем 2 лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную на правую спицу, подхватывая сзади. Провязываем 2 лицевые. Теперь 2 лицевые с переносом вправо. Снимаем изнаночную на правую спицу, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые. Изнаночную подхватываю левой спицей сзади, лицевые возвращаю на правую спицу, провязываем изнаночную. И еще 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Меняем местами петельки косички, провязываем лицевыми. Три изнаночные. И далее 2 лицевые, 2 изнаночные и лицевые с переносом влево. И 2 лицевые с переносом вправо. Четвертый ряд узоров. Косички я выполнила 2 перекрещивания. Далее 2 ряда косички буду провязывать лицевыми. И основной узор арана вяжется в 4-м ряду по рисунку. 4 лицевые косички связали. 3 изнаночные. 2 лицевые. 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные,
4 лицевых косички, 3 изнаночные и продолжаем. Пятый ряд узора. Косичку вяжем второй ряд без перекрещивания лицевыми. 3 изнаночные и по схеме 2 лицевые с переносом влево. 2 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную. 2 лицевые возвращаем на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную сзади на правую спицу. Провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее делаем перекрещивание в 4 лицевых с наклоном вправо. 2 лицевые снимаем на правую спицу, нить перед работой, провязываем 2 лицевые. Подхватываем сзади 2 непровязанные лицевые, возвращаем их на левую спицу, провязанные на правую спицу, получился наклон вправо. Провязываем 2 лицевые. Далее 2 изнаночные и по схеме 2 лицевые с переносом вправо. Снимаем изнаночную, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, подхватываем изнаночную сзади, меняем местами с лицевыми и провязываем изнаночную. И еще 3 изнаночные. Вот такой узорчик получился. Боковые дорожки соединяются, а средние пересекаются. Далее 4 лицевых косички, 3 изнаночные, 2 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, возвращаем лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную сзади, провязываем лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые снимаем, нить перед работой, провязываем 2 лицевые, меняем местами, подхватывая сзади, провязываем лицевые, 2 изнаночные, изнаночную снимаем, нить перед петлей, 2 лицевые, возвращаем изнаночную на левую спицу, подхватывая сзади, провязываем, и еще 3 изнаночные, 4 лицевые. Вяжем самостоятельно. Шестой ряд узоров. В косичке делаем первое перекрещивание. Основной узор вяжем по рисунку. Меняем местами, провязываем лицевыми. Четыре изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные. И меняем местами петельки косички. Провязываем лицевыми. Четыре изнаночные. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 4 изнаночные и так далее. Провязываем. Седьмой ряд узора. Второе перекрещивание в косички. Меняем местами. Провязываем. Четыре изнаночные.
И по схеме 2 лицевые с переносом влево. Снимаем на правую спицу, нить за работой, изнаночная. Возвращаем 2 лицевые на левую спицу, подхватывая спереди. Изнаночную на правую спицу, подхватывая сзади. Провязываем лицевые. Вот мы провязали лицевые с переносом влево. Далее 2 лицевые с переносом вправо. И идет повторение переносов. Между лицевыми образуются 2 изнаночные. Продолжаем. Изнаночную снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, возвращаем изнаночную, подхватывая сзади, провязываем изнаночной. Вот лицевые дорожки сомкнулись. Далее 2 лицевые снимаем, нить за петельками, провязываем изнаночную. Возвращаем лицевые на левую спицу, изнаночную на правую, провязываем лицевые. Снимаем изнаночную, нить перед петлей, 2 лицевых, возвращаем изнаночную на левую спицу, подхватывая сзади, провязываю изнаночный и еще 4 изнаночных. Выполняем перекрещивание в косички. Четыре изнаночные. Две лицевые снимаем, нить за работой, изнаночная, меняем местами, провязываем лицевые. Изнаночную снимаем, нить перед петлей, 2 лицевые, возвращаем изнаночную, подхватывая сзади, провязываем. 2 лицевые снимаем, нить за работой, изнаночная, меняем местами, провязываем лицевые. Изнаночную снимаем, нить перед петлей, 2 лицевые, возвращаем изнаночную, подхватывая сзади, провязываем. И еще 4 изнаночных. Вот что получается. Восьмой ряд узора. Косичку вяжем без перекрещивания. Основной узор по рисунку. 4 лицевых, 5 изнаночных. 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 5 изнаночных, 4 лицевых косички. Провязываем. Девятый ряд узора. По схеме пересечения 2 лицевых дорожек с переносом влево. Вяжем косичка второй ряд без перекрещивания, 4 лицевых, 5 изнаночных, и меняем местами. 2 лицевые снимаем, нить за работой, 2 лицевые провязываем, возвращаем 2 снятые лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязанные лицевые подхватываем сзади на правую спицу, провязываем лицевые, 2 изнаночные и повторяем. 2 лицевые снимаем, нить за работой, 2 лицевые провязываем, возвращаем 2 снятые лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем лицевые, 5 изнаночных, 4 лицевых косички, 5 изнаночных, 2 лицевые снимаем, нить за работой, 2 лицевые провязываем,
Возвращаем 2 снятые лицевые на левую спицу, подхватывая спереди. Провязанные лицевые подхватываем сзади на правую спицу, провязываем лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые снимаем, нить за работой, 2 лицевые провязываем. Возвращаем 2 снятые лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, провязываем лицевые. Далее 5 изнаночных, продолжаем самостоятельно. 10 ряд узора. Первое перекрещивание в косичке, остальной узор вяжем по рисунку. Косичку провязали, 5 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 5 изнаночных. Меняем местами петельки косички, провязываем. 11 ряд узора. Лицевые дорожки по схеме расходятся вправо и влево, между образуя по 2 изнаночные. Вяжем. В косичке выполняем второе перекрещивание. Далее 4 изнаночные. Одну изнаночную снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, меняем местами с изнаночной петлей, провязываем изнаночную, снимаем 2 лицевых, нить за работой, провязываем изнаночную, меняем местами, провязываем лицевые. Повторяем. Одну изнаночную снимаем, нить перед петлей, провязываем 2 лицевые, меняем местами с изнаночной петлей, провязываем изнаночную, снимаем 2 лицевых, нить за работой, провязываем изнаночную, меняем местами, провязываем лицевые. Далее 4 изнаночные и выполняем перекрещивание в косички. 12 ряд узора. Косичку провязываем лицевыми. Основной узор вяжется по рисунку. 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных. И далее 4 лицевых косички. 13 ряд узора. Боковые дорожки продолжают расходиться вправо и влево. Посередине перехлёст вправо. Вяжем 4 лицевых косички, 3 изнаночные. Изнаночную петлю снимаем, нить перед петлей, 2 лицевых провязываем, меняем местами, изнаночную подхватываем сзади на левую спицу, провязанные лицевые на правую спереди, изнаночную провязываем изнаночной и еще 2 изнаночные. Далее делаем перекрещивание в 4 лицевых с наклоном вправо. 2 лицевые снимаем на правую спицу, нить перед работой, провязываем 2 лицевые, подхватываем сзади 2 непровязанные лицевые, возвращаем их на левую спицу, провязанные на правую спицу, провязываем 2 лицевые. Получился наклон вправо. Далее 2 изнаночные,
2 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, возвращаем лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную сзади, провязываем лицевые, 3 изнаночные, далее 4 лицевых петли косички, провязываем. 14 ряд узора. Первое перекрещивание в косичке, остальной узор вяжем по рисунку. Косичку провязали, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных и выполняем перекрещивание в косички. Продолжаем. 15 ряд узора. Начало схемы Араны выполняем по рисунку. В центре будем выполнять перенос лицевых дорожек вправо и влево. Вяжем. Второе перекрещивание в косички. Меняем местами петельки. Провязываем. Три изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. Изнаночную петлю снимаем, нить перед петлей, 2 лицевых, провязываем, меняем местами, изнаночную подхватываем сзади на левую спицу, провязанные лицевые на правую спереди, изнаночную провязываем изнаночной, 2 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, возвращаем лицевые на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную сзади, провязываем лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, выполняем перекрещивание в косички. Продолжаем. Далее аран будем вязать 3 ряда по рисунку. 16 ряд, 1 и 2. Косички продолжаем делать перекрещивание через 2 ряда. 2 сделали, далее 2 ряда вяжем лицевыми. Аран получается 3 ряда по рисунку. 16 ряд, 4 лицевых косички, 3 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и 4 лицевых косички. Довязываем этот ряд и еще 2 ряда по рисунку. Итак, провязала я 16 ряд, 17 и 18 по первому и второму ряду схемы. 19 ряд узора вяжем по третьему ряду схемы. В косичке у нас второе перекрещивание. Три изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, 2 лицевые возвращаем на левую спицу, подхватывая спереди, изнаночную сзади на правую спицу, провязываем 2 лицевые, изнаночную петлю снимаем, нить перед петлей, 2 лицевых, провязываем, меняем местами, изнаночную подхватываем сзади на левую спицу, провязанные лицевые на правую спереди,
Изнаночную провязываем изнаночной. И еще 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Выполняем перекрещивание в косички. Вот что у нас получается, и далее повторяем по схеме. Мы сейчас провязали по 3-му ряду схемы, далее продолжаем вязать на нужную высоту шапочки. Я провязала 2 полных раппорта узора в высоту плюс 11 ряд 3-го раппорта. Получилась высота шапочки около 18 сантиметров. Сейчас я буду вязать по 12-му ряду схемы. И с этого ряда начну выполнять убавки перед и после косички. 4 лицевых косички. Далее буду провязывать 2 вместе изнаночные. Петли разворачиваю, чтобы мне было проще их провязать вместе. Провязываем. И еще 2 изнаночных. Далее 2 лицевых. 2 изнаночных. 4 лицевых. 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных. И перед косичкой разворачиваем 2 изнаночные петли и провязываем вместе 4 лицевых косички. И вновь 2 изнаночные вместе. И еще изнаночная, изнаночная. И так дальше. Убавляем перед косичкой и после косички. Провязали. Не забываем в конце ряда провязать 2 изнаночные петли вместе. Далее вяжем по 13-му ряду схемы без убавлений и встретимся в следующем ряду. Вяжем по 14-му ряду схемы. Буду также убавлять изнаночные петли перед и после косички. Выполняем первое перекрещивание косички. Разворачиваю изнаночные, провязываю вместе. Далее по рисунку 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. Разворачиваем 2 изнаночные, провязываем вместе. Делаем перекрещивание в косички и провязываем 2 изнаночные вместе. Провязываем, убавляя петли перед и после косички. Не забываем в конце ряда провязать 2 изнаночные петли вместе. Далее буду вязать по 15-му ряду схемы без убавок и встретимся через ряд. Вяжем по 16-му ряду схемы и убавляем изнаночные петли орана в 2 местах. 4 лицевые косички, 1 изнаночная, 2 лицевые. Разворачиваем изнаночные петли, провязываем вместе 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Разворачиваем изнаночные петли, провязываем вместе 2 лицевые, 1 изнаночная. Провязываем до конца ряда. Провязали, вяжем по 1-му ряду схемы по рисунку без убавок. Вяжем по 2-му ряду схемы. Делаю перекрещивание в косички. Первый перехлёст и второй. Четвертую петлю косички разверну, чтобы она легла на изнаночную, и провяжу вместе с изнаночной за задние стенки. Далее лицевая,
И следующую лицевую разверну на изнаночную и провяжу вместе с изнаночной за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Далее изнаночную разверну, чтобы она легла под лицевую петлю, и провяжу вместе с лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, изнаночную петлю разверну, чтобы она легла под лицевую, меняем петли косички местами и провязываем вместе с изнаночной с наклоном вправо за передние стенки. Продолжаем. Четвертую петлю косички разворачиваем и провязываем за задние стенки вместе с изнаночной с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевых. 2 изнаночных. 2 лицевых. Разворачиваю изнаночную и провязываем с лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Снимаем изнаночную, развернув. Меняем петли косички местами. Провязываем вместе с наклоном вправо. Лицевая. Меняем местами. Лицевая. Следующую лицевую разворачиваем, провязываем вместе с изнаночной с наклоном влево. Продолжаем до конца ряда. В конце ряда лицевую разверну на изнаночную и провяжу вместе с наклоном влево. Далее будем вязать по третьему ряду схемы. И в середине орана сделаем убавление, вот в этом месте. В начале ряда я выполнила второй перехлёст петель косички, 3 лицевых. Лицевую разворачиваю на изнаночную и провязываю вместе с наклоном влево. Изнаночную разворачиваю и провязываю вместе с наклоном вправо. 3 лицевых. И далее по рисунку делаю убавление 2 центральных петель орана. Провязали. Дальше провяжем самостоятельно 1 ряд без убавок, все петли лицевые. Далее вяжем по 5-му ряду схемы. И в серединке у нас перекрещивание лицевых с переносом вправо. В этом месте мы сделаем убавление. Также убавим петли косички. Разворачиваем 2 петли косички и провязываем с наклоном влево. Подтяну ниточку. Следующие 2 петли косички провяжу с наклоном вправо за передние стенки. Петельки как будто соединяются. 2 лицевые. 2 лицевые снимаем, нить перед работой. Провязываем 2 лицевые. Подхватываем сзади 2 непровязанные петли, меняем местами. Провязываем 2 вместе за передние стенки. Две лицевых и разворачиваем 2 петли косички, провязываем вместе с наклоном влево. Следующие 2 петли косички вместе с наклоном вправо. 2 лицевые. 2 лицевые снимаем, нить перед работой. Провязываем 2 лицевые. Подхватываем сзади 2 непровязанные петли, меняем местами. Провязываем 2 вместе за передние стенки. Провязываем до конца ряда. Вот что получается. Следующий ряд вяжем самостоятельно без убавок лицевыми петлями.
И я буду переходить на чулочные спицы. Провязали ряд без убавок, и в этом ряду продолжаем делать убавки. Провяжем 2 петли косички вместе, я их разверну для удобства. Ниточку подтяну, следующие 2 петли вместе с наклоном влево. 3 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. 2 петли косички с наклоном влево. 2 петли вместе с наклоном влево. 3 лицевых. 2 вместе с наклоном вправо. Провязываем до конца ряда и следующий ряд вяжем без убавок лицевыми. Следующий ряд с убавками. 2 петли снимаем, нить за работой лицевая. Возвращаем петли на левую спицу. Разверну и провяжу вместе за задние стенки с наклоном влево. Две петли сниму сразу разворачивая. Лицевая, меняю местами и провязываю вместе с наклоном влево. Продолжаем. 2 петли сниму сразу разворачивая. Лицевая, меняю местами, провязываю вместе с наклоном влево. Можно просто провязать 2 вместе, лицевая, 2 вместе, лицевая, без перекрещивания. Мне просто захотелось как-то продолжить узорчик. Навязываем ряд до конца и следующий ряд провяжем без убавок. Я буду вязать классическими петлями. Я провязала предыдущий ряд классическими петлями, чтобы петли развернулись влево и мне было удобнее их провязать. В этом ряду все петли провяжем по 2 вместе. Вяжем до конца ряда. У меня осталось на спицах 10 петель. Я обрежу ниточку и спущу оставшиеся петли на иголку с ниткой. Переснимаем петли на иглу. И протягиваем. Хорошо подтянем. Затянули и еще раз протяну через петли. Вывожу ниточку на изнаночную сторону. Фиксирую ниточку. Сразу спрячу и обрежу потом. Вот такая шапочка получается. Во второй части мастер-класса свяжем двойные ушки с завязками и сошьем подкладку из флиса. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Впереди еще много интересного. До скорых встреч!